когда нам преподнесут поражение, которое нужно будет продать, они продадут его за победу, не сомневайтесь. Они абсолютно точно готовы это сделать. Ну как, они не готовы, может, прямо сейчас, там немножко позже. Ну там же Зеленский не просто так проболтался. Он второй раз уже, кстати, выдает это, что эта вся история подвязана под выборы в Конгресс. Вот под выборы в Конгресс. То есть должно произойти что-то, что поломает эту историю. Ну, например, как пример. Например, выход США из НАТО. Ну вот прям взял и вышел. Там говорят, как, Конгресс за год предупредить? А Трамп говорит, да мне плевать, я взял и вышел. Как шелковый приехал. Не показали ни одного слова о встрече Трампа и Рютте. А зачем? Потому что это был не перформанс. Это он Рютте с Рубио выходил, фотографировался. А у Трампа с Рютте был не перформанс, а была четкая взбучка, встряска. Рютте на ковер приезжал, тут ему натыкал капитально. За шиворот прям натыкал. И потом возвращается Рютте после этой встречи с Трампом, и как шелковый. Украина, НАТО. Ой, не. Сейчас это обсуждается. Я не думаю, что вопрос членства в НАТО можно решить в краткосрочной перспективе. Политически это вряд ли произойдет. Думаю, это трезвая оценка. Что касается возможностей Украины, у нас есть совместный центр в Польше, где мы собираем весь опыт, который вы получаете в ходе этой тяжелой войны. То есть опыт есть, все нормально, как бы мы вместе, все хорошо, но какое НАТО? Не будет НАТО. Так а за что тогда воюем? А что тогда в Конституцию написали? НАТО, все минус. Об этом Байден еще говорил ему в Вильнюсе, когда вот это вот в робе среди всех красивых стоял Зеленский тогда, помните? И заглядывал на Джамшута из нашей Раши, похожий в камеру. То есть тогда еще и сейчас это все понятно. Не будет никакого НАТО. НАТО это повод, чтобы повоевать дальше. Никогда не примут Украину в НАТО. НАТО развалится, и тогда все осыпется. Ну, Рютте уже там, кстати, отвечает. Очень тоже, кстати, интересный пост в Иксе ирландского журналиста Боуса. Значит, он говорит и увязывает очень интересную конструкцию. Смотрите, поскольку клоун Рютте признает, что Украина не вступит в НАТО, а ЕС признает, что никакого ускоренного членства не будет, и коррумпированный диктатор набивает свои зарубежные банковские счета, еще 1000 украинских погибших ради этой бессмысленной аферы возвращаются в Украину. Все видят и понимают, в Ирландии тоже виднее. То есть, еще раз, они выписывают план завершения. Они говорят, мы тут в НАТО в 27 году вступим, ой, в ЕС вступим, а в НАТО нам сейчас срок скажут. И тут мы вот Россию уделаем, и так, и все, это же план победы. Почему никто не поддержит? Да потому что этого не будет. Трупы будут, а вот этого не будет. Соответственно, ой, вы не принимаете наш план, значит, мы будем противостоять, воевать дальше. Это все на это и заточено, и закручено. Вот она, эта центрифуга, как обращается вокруг Зеленского. И он может 1000 раз говорить, мы за мир, а давайте прекратим огонь и не возобновим его. Давайте. А что с НАТО? Мы хотим в НАТО. Так если не будет НАТО, никуда будет хотеть. А что с ЕС? А вот развалится ЕС. Там вовсю говорят о том, что давайте сделаем одни страны могут голосовать, другие должны подчиняться и не голосовать. За какие-то решения там по Европарламенту и везде. И вот в этом выигрывается время. Вот так. Но время сжалось. 2 варианта. Я склоняюсь ко второму. Первый. Шоу. Зеленский играет роль. Зеленский опять затягивает, выкручивается. У него серьезный триггер – это Ближний Восток и война с Ираном. Второй – все. Это все. И нужно будет каким-то образом спасаться. Травля ухилянта – это канализация негатива от сдачи, проигрыша, упущенных возможностей, условий Стамбула 22 года, которые люди будут вспоминать и будут говорить, елки-палки. А я, например, уехал из Авдеевки.
Я из Авдеевки. А если бы подписали тогда, жил бы я дома в Авдеевке. И Бахмут, в общем, все понимают. Ну, то есть, Купянск опять-таки. Отовсюду бы ушли, оставив только Луганскую, Донецкую область, даже Херсонская область, Мелитополь, Бердянск, Запорожская, то есть никто абсолютно, ну, как бы не претендовал. Крым, Луганск, Донецк, все. И будут вспоминать, а за что тогда погибли? Но им будут рассказывать, а за что тогда погибли, наоборот, как бы там переворачивать этот вопрос, а за что погибли, чтобы мы сейчас остановились на таких невыгодных условиях. И люди не будут находить, что ответить, потому что есть всегда СБУ и вереница переселенцев опять и снова, и уже из новых городов потянется туда дальше. Это видео сняли в Киеве сегодня. Видео трогательное, под музычку, значит, полицейские, то ведь курочки в клетке, копейка вот эта недобитая, еле ходит. В центре Киева человек собрал всю свою жизнь и поехал в Киев, оказался вот в Киеве. Ну, там мужик в возрасте, ему помогли полицейские, взяли на буксир, там оттянули, ну, он поломался, обломался. И все говорят: вау, какие мы украинцы, единые, мы же можем объединиться, когда мы хотим. Вы посмотрите на это корыто, которое для человека цена всей его жизни. Они собирали деньги на это, они строили эту квартиру, они вот эти пожитки, видите, все, вот эти все, там, курицу и ту забрали, понимаете, потому что это их, и они вот это, и они оказались в центре Киева вот с этим всем своим, пребывая больше 4 лет на линии огня, там, в Донецкой области, если это там, ну, это с территории Украины, понятно, подконтрольной Украине. Кто им помогает? Кто им дал денег? Кто им поддержал их? Выплатил какие-то, не знаю, компенсации на прифронтовые территории? Эвакуировал грамотно? Кто? Никто. Как сегодня в Херсоне, точнее, Херсонской области. Это же просто парадокс. То есть, вот 2 картинки. Вот этот мужичок с пожитками, с курицами, с коврами, с вот это все, что мог забрать, засунуть в свою копейку, на этой копейке как-то доковылял до Киева, убегая от войны. И вот это государство, которое ломает дверь в Херсонской области и требует выходить і евакуюватися. Давай дітей і матір, вивеземо. Ти ж розумієш, що ми через тиждень приїдемо, буде рішення суду. І вже виламається двері просто. І соберуться діти. Як ти не розумієш? Може чув, ми ж приїхали, допомогти, нафіга. Ти уверен, що допомога нужна? Я уверен, так то нас ніхто не буде нічого чіпати. Відчини двері, вийди сюди. Спілкуємо з вами, чого ви нас крикнути? Твоя допомога. Дрони, арта, нафіга, блядь, он увидит, сука, дым с хаты, и он будет кидать запалы на крышу. Не надо мне. Что не надо? Я что не знаю, сколько я людей, сука, мертвых вывез, блядь. Да. Сколько я вывез, блядь, ты что, издевайся? Выйди. Я тебе прошу. На жаль, батьки на спілкування не йдуть з працівниками поліції, військової адміністрації, тому ми вимушені будемо подати документи до суду, скласти протокол про відібрання дітей. С марта месяца детей забирают насильно из зоны боевых действий, но люди забаррикадировались и не уходят. Потому что куда они пойдут со своими вот этими пожитками? Вы видите, как они живут? Вы видите, то, как они живут, это то, как о гражданине на передовой заботится государство. Вот это барбершопное, вот это государство. Никопольцы после страшной трагедии на уходящей неделе с ударом дроном по маршрутному такси, российский дрон FPV прилетел в автобус желтый, маршрутное такси, оказалось, там погибшие люди, петицию уже к Сырскому обращаются, говорит: Сырский, помоги. Сырский не ответил.
Где эти купола? Где это? Где эти купол? Где эти специалисты? В Дубае? Дизель зарабатывают для Зеленского, нефть, финансовая, как это вылетело слово уже были, ну, в общем, деньги, да, возможности финансовые. Кривой Рог ограничил поставки хлебобулочных изделий в город в связи с обстановкой. Хлебные киоски один за одним закрываются, даже рекламу поснимали. И не только хлебобулочные изделия, ряд промышленных товаров тоже, которые заказаны для бизнеса, ограничены поставки. Все, ни товаров, ничего, Никополь. Это, как говорится, за лентой, ну, имеется рекой, за ленточкой, речки, за речкой, от неподконтрольной Украине территории. Все валят, все валят. Но у чиновников все хорошо. Особенно у налогоплательщика Соединених Штатів Америки, глави Укрпошти Смілянського. Таку цікаву інформацію ви сказали, що ви створили військову модель поштоматів. Угу. Чи плануєте тільки створити? Чи Ні, вони вже стоять, створили? скоро, сподіваюся, запустимо. Ви сказали, що там є залізні кнопки на випадок відсутності зв'язку. Значит, железные кнопки на почтомате, если нет у почтомата связи. Ну, там интернета, в общем. Железная кнопка. Що є можливість відкрити без застосунку через код. Да. Чи вони вже працюють і з якими проблемами стикаєтесь при реалізації цього проєкту? Ну, вартість, проблема це вартість, тому що коли ти починаєш... Стоимость. Ну, это же, ну, таки стоимость проблема. Человек, получающий там неимоверную зарплату, который матюкает всех, которые ему вспоминают эту зарплату, говорит, ну стоим, какая проблема, стоимость, это же железная кнопка. Ну, как в камерах хранения, бог знает когда, на каждом вокзале было, ты там набираешь сейфа, типа код, набрал и все. И там раз, и, в общем, открываешь кодом. Ускладнювати модель, вона стає дорожче. Плюс, наприклад, ми ставимо модель, яка взагалі не підключається до електрики, просто на акумуляторі працює. Тому... То есть не подключается к электричеству, на аккумуляторе работает. Эти люди нам, правят. Смотрите, когда вы спросите, почему Укрпошта в заднице, там какие-то сельские, районные, какие-то отделения, потому что у нас не работа, вообще без электричества работает, на аккумуляторе, но это все. Это как без электричества? Так аккумулятор что дает? Электричество? Как без электричества? Тому, сподіваюся, вже на початку квітня українці в Києві і в Одесі зможуть користуватися цими поштоматами. Почтоматы. Если не будет света, они будут работать. Представляете, как хорошо? У них аккумулятор есть. Но электричества не надо вообще. Никакого электричества. А потом все удивляются, почему Украина худшая в мире по демографии страна. Значит, население сократилось на 33%, сообщает Visual Capitalist, основываясь на данных, между прочим, МВФ, которые призывали украинцев рычать. Наряду с долгосрочными экономическими факторами война с Россией ускорила сокращение населения. Ближе всего по убыли Маршалловы острова. Вы понимаете? Маршалловы острова ближе всего по убыли населению к Украине. Это просто какой-то позор. В антирейтинге также ряд других стран. Болгария минус 23%. Латвия минус 22%. Литва минус 18%. В России составило сокращение 1% населения. 1%. Ну, понятно, тут в лидерах, да, это Катар, Эмираты, ну, это по тем, до этих всех событий. Чад, Кувейт, Республика Конго, Йемен, Гамбия, Танзания. А вот Украина. Украина прям
Самое последнее. За 25 лет. Это большое исследование. То есть это не просто там за год, еще что-то. А потом все удивляются. А чего так? Сейчас вот Страстная пятница, и вот я сколько себя помню, там в средствах массовой информации, всегда мы там просвещением занимались, что не надо ходить на кладбище. Не надо ходить на кладбище на Пасху. Для этого есть Красная Горка, то есть, ну, там Радоница, Красная Горка через неделю. Но все равно там все ходили, там говорили, это все специально, это безбожники придумали при советской власти, или там, ну, разные есть версии этого всего. Но факт остается фактом. Кладбище пришло. Ходили на кладбище на Пасху, вот кладбище пришло. И такие веселые, развеселые, а главное креативные маркетинговые ходы. Нарешті в АТБ з'являються реально цікаві новинки. Наконец-то! Никогда такого не было. В АТБ в Украине реальные, интересные новинки. А то там придумывают какой-то продукт, это все. Смотрите, какая классная новинка. Догадались, что это такое? О, така склянка води, точніше кисню, Oxygen, з'явилася на полицях деяких філіалів. Як Водка! Только рюмка водки. на мене дуже зручний формат, особливо на могилки. Нарешті в АТБ з'являються Очень, очень удобно. Особенно на могилке. А могилок много, а тебе удобно. Взял с собой, пошел, так сказать. И рюмочка осталась, и хорошо. Представляете как? Вот какой креатив. Креатив! Вы что? Почтоматы без света могут работать. Не без света, без электричества могут работать. На аккумуляторах с электричеством. Но креатив. То были чекушки, какие-то там маленькие мерзавчики. А тут прям рюмочка, удобно, чего снял, выпил, все. Сокращается население, мрет. Мрет катастрофически. Сейчас пенсионную реформу затеяли. Говорят, что все, не будет теперь никаких выплат. Придумают, например, там 4500 гривен тебе, как минимум. И там все равно, там у тебя какие-то доплаты, еще все это вот будет твое... А все остальное копи. Копи. Есть за что, копи. Но, в общем-то, несмотря... Тоже парадоксальная история. Всех хотят загонять, в общем-то, в армию. А вот сегодня выходит министр Улютин, соцполитики, говорит, слушайте, да нормально все, никто никого не будет, собственно, загонять назад. То есть выпустили молодежь по Европам. И тоже так интересно. Вот они говорят, мы там реформу сделаем, пенсионную. А вы хоть можете посчитать, хоть кого-то? Ну, пенсионеров, понятно, вы там можете посчитать по карточкам, по выплатам, еще почему-то. А вот будущих пенсионеров просчитать динамику можете? Значит, решение принято. Не будут пересматривать выезд 23-летних, 18 до 23 за границу. По оценкам европейских партнеров, после введения разрешения выезда в страны ЕС могли выехать около 400 тысяч украинских мужчин. Этой возрастной категории 400 тысяч уехали. Украинская сторона не ведет отдельной статистики. Подтвердить или опровергнуть не могу, потому что статистики нет. Для отдельных стран ЕС тенденция может создавать дополнительное напряжение, потому что, в общем-то, Мерц говорит о том, что в январе обращался к президенту Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодых мужчин. Отдельно консультации с европейскими странами о подходах для дальнейшего пребывания украинцев после окончания режима защиты обсуждается. То есть это он там как бы своим птичьим языком говорит, что обсуждается. Возврат принудительный украинцев, депорт назад. Назад. Воюем, все сюда. Надо больше солдат, иначе денег не дадут. А так, что мы скажем у нас, дронам денег не дадут. Дроны перекупят, и все, это ж товар. А у Зеленского люди это товар. Но не все люди. Вот, пожалуйста, ведущий Евровидения в Украине, работник, так сказать,
свадеб, корпоративов, телевизионный ведущий Вовка Остапчук сегодня в центре внимания. Его жена опубликовала пост. Ой, какой пост! Над этим решением мы начали задумываться еще год назад. Но иммиграция – это тяжелый шаг, потому что я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее, но окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа. Стало для нас это стало внутренним таким толчком и последней каплей. Как вы знаете, мой муж резидент Канады. А еще у него там старшие дети живут. Поэтому сейчас переезд туда кажется закономерным и логичным. Всем сердцем люблю Украину, и Киев люблю, но нужно думать не только о себе, а еще и про Тимофея, ну это маленький. Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, потому что я оставляю за собой право надежду вернуться, смайлик. По крайней мере, пока будем жить на 2 страны. На 2 страны. Ну и в связи с переездом в Канаду, значит, мы продаем наши машины. Пока, говорит, пишу о своей машине. Это Range Rover, 25 год, 90 тысяч долларов хочет, 15 тысяч пробег, и панорама, и все там хочешь, максималка, и фотографию даже прикладывает. Ну, это фотография с какого-то сторис, понятное дело, но подпись ошеломительная. Если бы не переезд, ни за что бы не продавала. Она заряжена на подарок от мужчины, ну, от мужа. Понимаете? Подарок от мужа. Продают подарок от мужа. В Канаду ж не заберешь с собой Range Rover, надо продавать. Все, а ты чё? А чё ты не... А я резидент Канады. Все, я не служу. Всё. Концерт провести, свадьбу, похороны могу. На телевидении в утреннем шоу с Миколиной погодой. Помните, я когда-то вам давненько показывал, как там карта фронта и там типа под стилизацию дождя. Вот эту тут я могу. А так нет, прилетела в дом. Все, надо уезжать в Канаду. И поедет, и выпустят, и все будет хорошо. И все будет отлично. Дети. И детей воспитают. И все у них нормально. А кто-то вывез детей, бог весть когда, и шачет там, например, в той же Польше, пытается там язык сдать, пытается там как бы, чтобы нормально относились, в коллектив какой-то, работать, на одной работе, на 2 работать, пытаться как-то. Вот это же история четко. Вот 19-летнюю украинку сегодня поймали, что она обманула 76-летнего поляка на 12 миллионов гривен, 1 миллион злотых. В Люблине это случилось, она обманывала пенсионеров, заставляя их инвестировать деньги. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Когда ей было 16, такие 16, 15, а может 14, началась война, она, видимо, там и оказалась. Мамка, папка, может без папки, никто не знает, на работе вкалывают. Она предоставит, пожалуйста, пошла по наклонной. Хорошо, хоть офис не открыла. Ну, юная слишком была для таких разводняков. То есть вы же понимаете, в чем дело? Это дети, это тоже украинские дети. Ну, у Тимофейчика все будет хорошо в Канаде. Потому что все же медийные, все друзья, все вот это вот в одной тусовочке. Такое ощущение складывается, что вот нашумевшее интервью Дудя, ну, я не знаю, никак не комментирую, потому что Губарев, ну, тот еще фрукт. Ну, вот еще, ну, тот еще фрукт. Понимаете? Это сейчас он там такой весь, как это, рассерженный патриот или кто там, эксперт какой-то. Ну, так вот, если разобраться. Ну, прав же он, когда говорит, что это какое-то жертвоприношение, а не война. Что это никакая не война, это жертвоприношение. Это жертвоприношение, и у войны один организатор и в Киеве, и в Кремле.
каким-то образом управляют этим процессом, она носит полностью управляемый характер. Все полностью невозможно прогнозировать с точки зрения военной науки и аналитики. И я как фронтовик, то есть это можно смотреть только как спектакль, у которого есть режиссеры. Единственное отличие от спектакля, что здесь кровь настоящая, и народ украинский, и народ русский, я имею в виду все национальности, платят кровавую цену за это. И от этого люди немножко подустали. Подустали. Подустали не то слово. Согласны с этим или нет? Напишите в комментариях. Прям очень интересно. То есть, не с Губаревым. Он еще тот фрукт, я еще раз говорю. А вот с посылом. То есть, получается, что да, этих мы не берем, в жертву не приносим. Эти выскакивают. С Ахметовым фотографируются, по футболам ездят. А другие нет. Другие в концлагере. И в этом загоне отбирают, как скот, да, ага, сегодня ты пойдешь, сегодня ты, потом ты, вот так вот, и вот поехали на мясокомбинат. Свободы нет. Нигде свободы нет. Дуров сегодня резко обвинил Евросоюз в попытке давления на Телеграм, в усилении цензуры в интернете, раскритиковал заявление общественной организации, с которой сотрудничает Еврокомиссия, что его мессенджер служит центром распространения оскорбительного контента. А администрация, мол, ничего не блокирует, ничего не делает. Он заявил, что эту организацию финансирует Сорос, и обратил внимание, что заявления организации против Телеграм публиковали многие европейские СМИ, назвав их глобалистскими изданиями и свободными в кавычках. Война. Война не на жизнь, а на смерть. Илон Маск примерно говорит то же самое. Можно понять, какая сторона хорошая, а какая плохая, потому кто ограничивает свободу слова. Та сторона, которая ограничивает свободу слова, именно ее и стоит считать плохой. Вспомните Гитлера, Сталина, Муссолини. У них была жесткая цензура и строгие ограничения на речь. Это один из признаков. Ограничение слова и чрезмерная роль государства, по сути, признаки фашизма. Ирония в том, что, продвигая цензуру, становится очевидно. Левая сторона выступает против свободы, а свобода слова — лишь одна из ключевых свобод в гражданском обществе, потому что идеи должны побеждать силой аргументов, а не за счет подавления других. Идеи должны побеждать силой аргументов, а не за счет подавления других. Аргументов, а не подавления. Вот Ближний Восток. Да? Казалось бы. А какие аргументы, какие идеи? Какая идея победила на Ближнем Востоке? Кто победил на Ближнем Востоке? Экономист. Раскладывает полностью, почему Трамп лузер. Потому что не смог сделать Ближний Восток безопаснее, сменить власть в Иране, ликвидировать ядерную программу до конца. Война далека от разрешения. Израиль продолжает атаковать Ливан. Ормузский пролив остается заблокированным, пишет экономист. А мировые рынки по-прежнему на грани паники. Показала война, что сила не равна победе, а мощь Израиля имеет свои пределы, оказывается неэффективной при отсутствии стратегии. Сила есть, ума не надо. Атакуют британские СМИ Трампа, атакуют. Ну и правда есть за что. Ормуз парализован. Вот стоят, болтаются в Ормузе корабли. Ничего не происходит. По чайной ложке пропускают. И гордо сообщают о том, что вот сегодня там российские пропустили, а тут еще какой-то пропустили. Что-то нужно делать. Но Трамп провалился. Трамп до начала этой операции и после, собственно, этой операции выглядит как его мемкоин. Помните, такая монетка была? Трамп. Ну, помните, Трамп, крипта. И это теперь монетка мем, потому что шутят, если бы вы вложили в Трампа, в токен Трамп $10 тысяч на пике в январе 2025 года, то сегодня у вас было бы барабанная дробь $375. $375. Какие ожидания были от Трампа тогда? Все думали, что его стреляли, ухо зацепили.
отвела его, собственно, от смерти, отвело провидение для того, чтобы он сделал что-то хорошее. А теперь вообще, даже самые ближайшие люди, которые его поддерживают, в шоке. Он Джеффри Сакс матюкается. Откройте пролив. Вы что, с ума сошли? Это президент Соединенных Штатов. Это просто убийство у нас на глазах со стороны безумного старика и абсолютно жестокого военного преступника Беньямина Нетаньяху. Да, и Нетаньяху, и его. Жуткое преступление. А это показывают на CBS, по-моему, да, на CBS, скорее всего, показывают военного. Тайно показывают, тайно, который пережил в Кувейте на авиабазе Али Ас-Салем атаку иранскую. Все тряслось. Это было как в кино. Звон в ушах, повсюду пыль и дым. Этот солдат входил в группу примерно из 60 военных на базе в Кувейте, по которой был нанесен удар. По его словам, командование отправило их туда, несмотря на данные разведки, что это возможная цель для дронов. Мы переместились ближе к Грэму, в крайне опасную зону, которая считалась известной целью. Какую причину вам назвали, почему вы должны были быть там? Я не думаю, что вообще была озвучена какая-то внятная причина. В результате атаки погибли 6 американских солдат, десятки получили ранения. Можно ли было избежать этих потерь? По моему мнению, да, абсолютно. Какие там были укрепления? С точки зрения защиты от дронов, можно сказать, их не было вовсе. Никаких укреплений. Ну вот. Ну, то есть, никаких фортификаций, никто ни к чему не готовился, от дронов не смогли защититься. Ну, хотя должны же, все же говорили, они предполагали, что пролив закроют. Они предполагали и знали, что ударят по базам. Вот рассказывает солдат то, что он пережил. Демократы активизировались, серьезно активизировались. Достали из нафталина Джона Керри. Тот тоже, как и Сакс, про Нетаньяху вспоминает воспоминания свои. Вы, вероятно, сидели за столом с премьер-министром Нетаньяху чаще, чем почти кто-либо. И он, и Израиль, конечно, играют здесь большую роль. Недавно в «Нью-Йорк Таймс» сообщалось, что Нетаньяху фактически убеждал Трампа нанести удар по Ирану. Вы участвовали в подобных разговорах? Я знаю, он предлагал это и предыдущим администрациям. Были ли вы частью таких обсуждений? И удивлены ли вы, что ему удалось убедить Трампа? Я участвовал во многих разговорах с премьер-министром Нетаньяху, в том числе по теме ударов по Ирану. Да, он хотел, чтобы мы нанесли удар. Он приходил к президенту Обаме с таким предложением. Обама отказался, Байден отказался, Буш отказался. Единственный президент, который на это согласился, Дональд Трамп. И это действительно так. Такое ощущение, что, ну, в общем, демократы прут, давят, свои давят. Демократы давят. Примерно так давят, как сообщили сегодня, что полицейские в США задавили броневиком злоумышленника, который при попытке выселить его застрелил сотрудника полиции, да? Лос-Анджелес Таймс пишет. Как сообщается, заместитель шерифа Калифорнийского округа получил смертельное ранение, пытаясь помочь полиции выполнить ордер на выселение. Это вылилось в многочасовое противостояние со стрелявшим. Шериф округа подтвердил журналистам, что наезд был совершен преднамеренно после многократных предупреждений. Мы намеренно переехали его. Не стреляйте в копов, вы стреляете в копов, мы вас задавим, его задавили, и он того заслуживал. Вот вам свободная страна Америка. Понимаете? Хотели его выселить, тот сопротивлялся, у них у всех есть оружие, они его просто фух и задавили. И все. И так сейчас, ну, думает, что прет Трамп. Но на каждый один бульдозер, или там на каждого, кто не хочет выселяться одного, найдется свой бульдозер, или бульдозер помощнее. Харрис говорит, я вернусь. Камала. Говоря о вашей открытости в общении с американским народом, как я сказал, представляя вас, мы с вами знакомы уже более четверти века. И если есть человек, с которым у меня была такая же открытая коммуникация, как с вами, так вы собираетесь снова баллотироваться в 28-м году?
Ой, а реакция какая? А реакция какая? Все смотрите, ой, ей так приятно. У нее же спросили, будешь ты в следующем 28-м году? Ой, боже, растеклась в улыбке. Ладно. Я пыталась быть деликатной, но решила сказать прямо. Вот и все. Настолько деликатно, насколько это вообще возможно для преподобного Элла Шарптона. Мы любим тебя за многое, но не за деликатность. Слушай, возможно... Я думаю об этом. Думает она об этом, думает, возможно, да, вернется. Может, лучше бы Камала побеждала. А может, Путин не шутил, когда говорит, что они будут ставили на Байдена. Там бы хоть так война заканчивалась. Представляете, Камала побеждает, но она точно не про войну в Украине. Там бы все сворачивалось бы и заканчивалось. Выполнялись бы все условия. Опять-таки, тоже никакого НАТО, ничего такого. Откуда у Зеленского мысли, что если демократы придут, они ему денег дадут? Не дадут. Нет. Они еще жестче перевернут эту страницу. Еще жестче. Проблема в том, что, давайте честно, Трамп как бы еще оглядывается, смотрит, что там про него скажут. Ты бросил Украину, демократы будут куражиться, а мы помогали, а ты бросил. Так демократы бросили в случае победы вот этой женщины Камалы Харрис. И немаловажный отыгрыш в этом сыграли, скажем так, дела и файлы Эпштейна. О нем, об Эпштейне, даже Пелевин книжку пишет. Новая книга Пелевина посвящена именно ему, злому и ужасному Эпштейну, и будет называться «Возвращение синей бороды». История закручивается вокруг резонансного дела Джеффри Эпштейна. Пелевин открывает тайну зловещего острова синей бороды и показывает, как Эпштейн становится тем самым великим и могучим Эпштейном. Примерно так сообщает издательство, которое сегодня опубликовало анонс, что уже Пелевин об Эпштейне пишет. С Эпштейном вот эта вся история. Вообще бы никто и рот бы не открыл. Может, потом бы всплывали какие-то конспирологические инопланетяне, что показали. На Луну, говорите, слетали. Но это на Луну слетали, чтобы на Луне там закопать файлы Эпштейна. Сейчас весь интернет об этом шутит. В общем, разочарование полное. Полное разочарование. Вылазят даже такие персонажи, как сын Байдена. Привет, ребята. Это Хантер Байден. Мне только что позвонил Эндрю Каллахан. Он предложил мне поучаствовать в туре Channel 5 Carnival в конце месяца. Думаю, начинаем в Фениксе, потом едем в Сан-Диего и заканчиваем в Албукерке. Что за тур? Смотрите. Посвежевший, более или менее помолодевший, зашился, наверное, не употребляет всякие кокосовые стружки, находили там у него разные, скажем так, пакетики. Его амнистировал Байден, отец, его амнистировал, к нему нет никаких претензий. Но он даже выполз и говорит, в тур хочу поехать. А что за тур? Он хочет устроить бой в клетке, и я против Эрика и Дона Джуниора. Он хочет проехаться по городам, устроить тур. Я один, Хантер Байден, буду в клетке драться с двумя сыновьями Трампа. Я сказал, на 100% согласен, если получится это организовать. А если нет, все равно приеду. Похоже, у него еще много сюрпризов. Будет весело. Надеюсь увидеть вас там. Билеты уже можно купить онлайн. Увидимся в туре. Ну вот, пожалуйста, афишки, билеты, вперед, давай, налетай, торопись, покупай, живопись. Но это уже прям вершина дерзости. Я бы посмотрел, конечно, этот бой, 2 против 1, ну так, как Трамп любит. 2 против 1, США, Израиль против Ирана. Отправили Венса, так сказать, гасить этот пожар. И он, уже сейчас по состоянию на эту минуту приземлились иранцы в Исламабаде,
Венс еще летит. Вот что он перед полетом говорит. Мы рассчитываем на переговоры. Думаю, они будут позитивными. Посмотрим. Как заявили США, если иранцы готовы вести переговоры добросовестно, мы тоже готовы протянуть руку. Если же они попытаются нас обмануть, переговорная команда не будет восприимчивой. Мы нацелены на конструктивный диалог. Президент дал нам четкие указания. Будем действовать по ним. Надеюсь, у вас будет безопасный перелет. Позже ответим на вопросы. А сейчас на борт и в путь. Спасибо всем. Да, на борт и в путь. Он уверен в своих силах, говорит, мы договоримся. Трамп сначала то отмякнет, то потом накатит лишний, скажем так, лишнего такого, скажем так, перчику добавит. Ну, в общем, он шатает рынки, шатает переговоры, а договариваться будет Венс. Вот смотрите, как он улетает. Смотрите. Легкой джазовой походкой. Смотрите, как идет, гляньте, как по трапу. На позитивчике, это его звездный час. Он должен закончить войну на Ближнем Востоке. Он должен быть символом этой дипломатической победы. Он едет за победой, это видно по нему, по самому. Не обманывать, не вот это вот все, а вот именно за дипломатической победой, за нормальным соглашением, и потом они выйдут, скажут, мы вместе с Ираном договорились, вот так, так и так, никто не будет нас обманывать, все будет хорошо. Вот так поднимается на трап Венс, а так поднимается на трап Дональд. Где-то плачет Мэри Поппинс и Верещук. Так и остался. И убрать некому. Смотрите. Оп, помощник обошел. Пошел, все. Никого нет. Ну вот только наконец-то кто-то забрал его, и можно вылетать. То есть вы понимаете, какой он? Ему... О каких мы говорим судьбах мира? Он зонд бросает, ему влом сложить. Или это уже просто клиника? Или вот какое отношение? Ну, понятно, что у них этих зонтов, ему все равно. И он прям это бросил. Понимаете? Вот так он и бросит эту затею. С Ираном и со всей историей. Как бросил с Гренландией, например. По Кубе давно ничего не слышно. В Венесуэле тоже непорядок. Там пенсионеры митингуют, их там газом пшикают, разгоняют. Пенсионеры и бюджетники. Хорошо все в Венесуэле, великолепно. Подарил весь мир всем. По поводу переговоров. Значит, пакистанский премьер говорит и очень надеется, что, в принципе, постоянное прекращение огня они договорятся и будут дальше уже решать все эти вопросы. Ну, то есть такой план. Постоянное прекращение огня, никто никуда не стреляет, а там по всем остальным пунктам они проходятся дальше. У него очень оптимистический настрой, но он как хозяин, понятное дело. Значит, что с иранской стороной? Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пишет: две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы. Это прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров. Иран торгуется, Иран ведет действительно жесткую историю. И правильно, в принципе. И правильно. Потому что, давайте честно. То есть Иран, у него сейчас, у Венса звездный час, чтобы это все закончить. И тогда он сразу приобретает ошеломляющий вес. И у Ирана сейчас момент истины, им нужно договариваться. Потому что они могут воевать. Они уже всем показали. Но им нужно показать тоже, как они могут договариваться. Даже в абсолютном поражении США, даже в абсолютно праведном гневе, потому что поубивали их лидеров, даже в этом, и в этом является вот эта персидская мудрость. Они выторгуют себе серьезные уступки и условия.
Но, если честно, судя по вот этому зонту, и я сегодня в клубе зрителей «Шелест» в телеграм-канале, я думаю, что будет примерно как с зонтиком, ну, то есть как с Газой. А что сейчас в Газе происходит? Нет войны? Не, никто не воюет. А что там, Палестину Нет. А что там, небоскребы построили? Марины какие-то? Ну, вот это вот все? Нет. Ничего нет. Вот сегодня с Франции отправили очередную флотилию свободы. Гуманитарная миссия. Они должны прорвать блокаду. То есть там блокада морская. И они вот там с гуманитарным грузом, с едой, водой, всякими медикаментами вот прут туда на яхтах. Грета Тунберг есть или нет, не знаю на этот раз. Может, если не будет Греты Тунберг, то и не пропустят наконец-то эту флотилию. Но к чему я, собственно, привел в пример Газу? Потому что это брошенный зонтик. И Иран точно так. Брошенная, недоделанная история. Как Гренландия. Венесуэла тоже недоделанная. Ну, просто сам факт, понятно. Они там взяли, захватили Мадуро, и дальше там с Мадуро еще непонятно, что будет. Он еще и выйдет еще и будет это еще одна очень интересная история при смене Трампа. Поэтому вот он Трамп, вот в этом он весь. Вот такой шум сегодня, друзья. Всем большое спасибо, что в эту пятницу вечером, в Страстную пятницу, мы были вместе. За то, что пошумели, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Кто кого обманет? Иран обманет США. 17% проголосовали, 7% Россия Украину, 25% Украина обманет Россию, 51% все-таки думаете, что Америка обманет Иран. В принципе, на то похоже, но причем и Трамп тоже. Так, в поддержку канала Малайзия, остров Пенанг, шумит с вами. Спасибо вам большое. Привет на остров Пенанг. Благодарю. Так, друзья, ну, знаете, тут, конечно, очень здорово, что мы вот общаемся. Давайте вы, Шелест, тоже брошенный зонтик. Ждите. Ну, почему ж брошенный? А вы это кого вы имеете в виду? Украину? Меня с Украины? Да, тогда я с вами согласен. Я просто догнал, что вы имели в виду. Вы. Ну, вы, наверное, не Украина, а я Украина. Ну, окей. Так, давайте пробежимся по вопросам. Александр Бойко. Александр, что лично вы думаете, что происходит в Украине? В Украине происходит добивание Украины происходит. Добивание. И нам подсунут ложного мессию. Ну, вот так это будет. И он будет ложно наш спасать. Но как раньше уже не будет никогда. И это будет... Вот смотрите, закончится война. Да откроют пункты пропуска. Да потянутся ручейки в ту же Россию и Беларусь. Сегодня, кстати, новость феноменальная же прошла. Вот просто... просто феноменальная новость. Нет, подготовлено. Нет, ну, тем не менее. Короче, Молдова предлагает Приднестровье отдать под внешнее управление Евросоюзу. Вот этой Урсуле. И Кая Каллас. Типа вот отдали им, ну, это без войны и все остальное. То есть вы понимаете, в чем вопрос? Это даже не тема, как сбагрить. Это тема, это тема несостоятельности, недоговороспособности. Это тема подношения, жертвоприношения. Это не прогиб уже. Это уже вот это вот, понимаете, последнюю курицу зарубили и несешь пану. Вот, пожалуйста. А то ж мы не в состоянии. И это, конечно, очередное дергание за усы Россию. Ну, как это взять и отдать под внешнее управление Евросоюза? А как там это прописано, внешнее управление? Евросоюза. Не ООН, а Евросоюза. Но британцы шатают как могут. Нагнетают эту историю.
Поэтому будет все плохо. Так, значит, в этом отношении никто не успокоится, я имею в виду. Александр, приветствуем из Новосибирска. Когда эфир с Денисом Лилисевичем, интересно узнать его мнение о событиях Иране, о реакции Трампа. Как думаете, зачем Трамп назначил спецпосланника в Беларуси? Я так думаю, что адеквата в Европе, кроме батьки, не осталось, и Трамп пытается с ним диалог выстроить. Да, Трамп пытается с ним выстроить диалог. Обязы у батьки большие. Большие обязы. У него друзья. Ну, в принципе, Ким Чен Ын тоже друг Трампа, поэтому есть общие друзья. Да и с Путиным дух Анкориджа. Короче, большие обязы, все будет зависеть и все будет понятно после встречи 15 мая Китая и США, Трампа и Си Цзиньпина. Я думаю, что это в том числе и по этому поводу, не только потому, что про Россию там что-то, а и потому, что у Беларуси очень серьезные отношения с Китаем. Это вот и для этого делается. Это ходы Трампа по разным клеточкам, да? Ну, потом он просто забывает, что там у него стояла фигура, и потом ее съедают, эту фигуру. Но это вот именно под это, не только, то есть, по Елисевичу, если есть такой запрос, можем сделать, конечно, почему нет. Спасибо, что пишете. А по поводу адекватов в Европе, кроме батьки, не осталось с кем выстроить. Только Орбан есть, Фица есть, и в Германии есть, и в Британии есть. Они же с британцами там просто на ножах. Ну, я имею в виду Трампа и Стармера. Если с королем Карлом это такие платонические, такие высокие отношения, то со Стармером там же война, лютая война. Хоть и созваниваются. Почему дерево жизни вредно после дерева познания? Почему элохимы не захотели добровольно принять Адама и Еву в свое могущественное сообщество? Ну, потому что когда ты что-то знаешь, ну, что-то познал, ты не можешь об этом молчать. А правда, она, конечно, помогает в жизни, но делает ее неспокойной. Ну, так, метафорически я вам отвечу. Не по Элохимам и, конечно же, Адамам и Евой, тем более, что сейчас Страстная Пятница, не хочу в библейские темы влазить. Извините, пожалуйста. Это грех. Ну его. Потом как-нибудь поговорим про Адама и Еву, Моисея и всех остальных товарищей. Александр, Трамп печально закончит или ему просто дадут уйти на пенсию? Каковы ваши ставки? Смотрите, я пока на это не ставлю. Пока рано. Вот пока рано. Я думаю, что пока вот из всех пенсия, дадут уйти. Ну, смотрите, у него же там еще уголовные дела, их возобновят, если сменится власть. Поэтому должен прийти Венс. Или, кто-то другой. Не Камала точно. Смотрите, я думаю, что пока что из этих всех вариантов быстрее крякнет. Это быстрее. Над этими вариантами дадут уйти на пенсию, плохо закончит. Пока не буду рассуждать, он еще наворотит делов. Он еще в состоянии. Вот самое интересное, что он еще в состоянии наворотить делов. Посмотрите еще. Иран это не последняя история. Так, Саша, криминалитет выполняет функцию балансирования незаконно добытого, происходит обезжиривание появившейся разбогатевшей прослойки, строго иерархичный мир криминала не терпит залетных и либо присоединяет, либо обнуляет. В СССР добычей были цеховики, высшая номенклатура, барыги. В Украине здесь пороблено с ТЦК, где ограбление слитков, счетов, выкрадание за выкуп, как на Бали с офисников. И что военные, они же не пойдут с заявкой в ментовку, уверен, что, как все трусы, они только с беззащитными дерзкие или начальник областного ТЦК заносят и смотрящему регулярно. Но в таких договорняках всегда кто-то пытается развести другого, и происходит видовая война. Где криминалитет? Криминалитет без яиц? Смотрите, криминалитет, его очень серьезно порубили. Очень серьезно порубили. Вот когда Зеленский только пришел. Аваков еще был, помните? Вот этот момент. То есть там правильных... А все остальные как бы договорились. Помните, там были истории с чеченцами, вот этих всех. Чеченцами имеются по национальности, которые там украинцы, чеченцы. Вообще, конечно, насколько я
понимаю. Вот вначале была какая история, сколько мне было известно, что на зоне вот криминалитет, как раз он очень сильно тоже обиделся на Путина, на войну, на россиян, а потом его просто пустили в расход. Его прикормили, пустили, и, я понимаю, что там нельзя или плохо с властями икшаться такого рода товарищам, но они икшаются, они делают свой ветер. Криминалитет никак не может повлиять на вопрос войны и мира. А по поводу похищений, слитки, вот эти все обезжиривания, смотрите, уже нет этих полян. Криминалитет подобрали эти же ТЦКшники, это ж не военные, это ж бандиты. Криминалитет крышуют бизнес, и стоимость почему, допустим, выросла, потому что когда платили только бандюкам, которые, по иерархии, а теперь к бандюкам еще и государственники, бандюки присосались. Поэтому все стало дороже в разы. Не только потому, что людей стало меньше. Людей как бы хватает плюс-минус. Можно еще всех отловить. Всех подряд имеется в виду. Поэтому это сейчас очень переплетено. Изначально, когда Зеленский приходил, он делал опору на этот криминалитет, на всяких контрабандистов, всяких там мурчащих, всяких там звенящих, всяких вот этих, команды вот эти, на авторитетов, на зону, на всех, а потом всех просто по одному отстегивал от этого зеленого паровозика. Не верю, что смотрящий отдел форума ТЦК стал начальником, в смысле службы. Александр, здравствуйте. Каким вы видите свое будущее в Украине? В каком случае туда вернетесь? Если вернетесь, не хотели бы устроить встречу с подписчиками? Как-никак мы все вместе переживали жуткий период в истории нашей страны. Спасибо, с уважением, Евгений. Хорошая идея, спасибо большое. Когда санкции снимут. А санкции снимут, когда власть поменяется. А власть поменяется, когда, я так понимаю, все подпишут и все устаканится. Я так вижу. А встреча с подписчиками — это очень здорово. Мне очень приятно общаться с вами в шуме. Всегда спасибо большое. Я думаю, что вживую тоже великолепно было бы. Так, сегодня я посмотрел Губарева Дудю, вспомнил своего деда, который родился в 13 году. Александр пишет. В Российской империи на Донбассе Макеевка. Умер в 89-м в СССР. В 41-м ушел добровольно на фронт, прослужил всю войну. Черноморский флот. Так он всю жизнь говорил, что Донбасс — это Россия. В 15 году в Москве по работе я познакомился с девушкой из Луганска, которая говорила, что никогда не считала себя украинкой. У меня отец украинец, мать русская. Я всегда себя считал и считаю русским. Вопрос. Есть ставить политику. Может быть, Россия возвращает свои исконные священные земли? Ваш полный тезка Александр из города Тирасполя. Во-первых, привет вам в Тирасполь. Будем надеяться, что все будет хорошо. В Санту как-то, выветрится вот эта вся продажа Приднестровья в Евросоюз. Смотрите. Как бы вам ответить так, чтобы... поляки, да? Они же не возвращают свои польские земли, исконно польские земли. Хотя, возможно, еще вернут, подождите. То есть это дело такое. И вполне себе они работают в идеологическом смысле над этим вопросом. Но у поляков вверху надстройка. Евросоюз, НАТО. Они и венгры бы уже забрали это Закарпатье, если бы не Евросоюз и НАТО. Они не могут решиться на этот суверенный шаг. Понимаете? И я думаю, что тоже многие в Польше и в Венгрии провели бы референдум на украинских территориях, которые считают своими, и присоединили бы. И даже на украинских территориях не прочь были бы присоединиться от этого дурдома и Бартака. Однако по поводу людей я бы так не говорил. Вот есть люди, которые не считали себя украинками в Луганске или украинцами, а есть те, которые считали, их много. Но это же и те, и другие нормальные люди, нормальные украинцы. Есть люди, которые понимают себя украинцем и гордятся этим.
понимают себя, так, понимаете, понимают себя украинцами, как, например, там, не знаю, башкир себя понимает башкиром. Но башкир русский. Общее понятие. Поэтому, смотрите, есть очень много обиженных на эту страну. Давно еще, даже в тех годах, которые вы пишете, 15-й год, это же вообще самое страшное. Конечно, вам девушка в Москве, в Луганске скажет, я не считаю себя украинкой после того, как они бомбили и войной пошли. А до этого момента, конечно, все бы... И плевать было, ты украинец. Там 130 национальностей было в Луганской области. На Донбассе вообще всего. 130. И все нормально жили. И сербы, и все на свете. И с Кавказа, и без Кавказа, и вообще откуда-нибудь. И болгары. Хватало всех. Поэтому с точки зрения вот, человеческого, когда вы привносите, это не так. А по поводу исконных земель, ну это жизнь, они меняются, эти земли. Можно было и не было задачи присоединять и возвращать себе свои земли. Как сейчас выясняется, дело тут, и вот это все, это чисто как-то, ну, для учебника истории. Вот великий могучий Путин присоединил, приросли территориями. Но на самом деле, как мы сейчас видим, угроза потери Крыма была реальная. Ну, потери имеется в виду там, британских баз, туда захода НАТО, понимаете, реальная. На Донбассе точно так же захват вот этого всего как бы тоже был реальный. Угрозы реальные были. Как сейчас уже мы видим. Вот представьте, Украина, граница 91 года, но тут везде база Британии и все остальное. Понятное дело, что это не так. А Зеленский это не отпускает, как и ядерное оружие и все остальное. Так, клуб зрителей Шелеста. Александр, как думаете, что может заставить Зеленского пойти на мир, или он уже согласен, а просто демонстрирует потужность? Не, потужность он будет демонстрировать. И хоть согласен, хоть не согласен. Не что, а кто. Это король Карл. Ну, британская корона. Что? Британская корона. Там по свистку. Вот посмотрите, они не просто так нашли себе этого актера. Они нашли актера, чтобы он перевоплощался. И он перевоплотится. После встречи с Трампом. Так, друзья, значит... Так, значит... Родоначальник русского рэпа Маяковский. Это да, Саша, к Вите конец этой войны, раньше действия в Украине народа и власти. Что будет с мужчинами? Народ будут зажат после войны. Спасибо. Да, будет зажат. Очень долгие отголоски. Лет 15-20 будет точно отголосков этой войны. Но эти 15-20 лет надо одно условие прочного мира. Вокруг шум, пусть так, не кипишу, и все ништяк. Да, благодарю за шум. Спасибо и вам тоже, друзья. То, что должно произойти для того, чтобы понять, что между бульбой и салом нет проблем, абсолютно так же, как и тульскими пряниками на десерт. Что должно произойти? Голод должен произойти. Когда все такое вкусное, даже еще условно до голода приевшееся и оскомину набившее. А почему нет вопроса внутри Украины? Может, Украину уже захватил только не военным путем? Не понял по поводу вопроса внутри Украины. Так, значит... Да, друзья, много вопросов, очень много, скажем, общения. Вечер поздний, завтра, ну, уже как бы у кого-то сегодня, Великая суббота. Я всех поздравляю с грядущей Пасхой, Светлым Христовым воскресением. Праздник важный, праздник нужный. Я очень хочу, чтобы не было сорвано перемирие, которое с завтрашнего дня, субботы 16:00 до 0 часов 12 числа, ну или почти там 13 числа, имеется в виду, сутки самого Великого Воскресения. Пускай это будет последняя военная Пасха. Я вот даже, если честно, вот даже не стал вот эти военные писанки, вот эти все
Все, пускай это где-нибудь там вот дарили всяким папам римским, каким-то гостям, вот там пускай это будет. Пускай будет небо, пускай будет всегда солнце, пусть всегда будем мы, как в песне пелось, травка зеленая, пускай вот это все вот изображается на яйцах, символе Великого Воскресения, с которым я вас очень поздравляю и очень желаю мира. И очень хочу, чтобы он наступил как можно быстрее. Да ладно, что там, на Пасху. Пасха же на 40 дней. Вот, чтобы эти 40 дней мир наступил. Я думаю, что это возможно. Лихо прижали нечисть на Банковой.